Танки-батлодитанки — это настоящие титаны на поле битвы, которые изменили ход войн с момента своего появления. Первые танки были незамысловатыми конструкциями, созданными в начале Первой мировой войны. 18 сентября 1918 года Великобритания представила свой первый танк — Марк Один. Этот монстр весил около 8,5 тонн и имел броню толщиной до 1 дюйма. Он мог передвигаться со скоростью до 4 миль в час, но его основная задача — преодолевать окопы и преграды на поле боя. С течением времени танки стали более совершенными. К примеру, в 30-х годах 20 века Германия разработала «Тигр», который уже имел мощное орудие и защиту, способную противостоять многим противотанковым средствам. Этот танк стал настоящей иконой войны, так как его дробящий огонь и крепкая броня позволяли ему доминировать на поле боя. 80 мм брони делали его практически неуязвимым для многих советских противотанковых пушек того времени. Во время Второй мировой войны танки продолжали эволюционировать. Например, советский Т-34 стал настоящей легендой благодаря своей отменной маневренности и мощному орудию. С толщиной брони до 6 дюймов и длиной ствола 50 мм этот танк был настоящей грозой для противника. Симпатии к нему были вызваны не только его боевыми характеристиками, но и тем, что он мог производиться в огромных количествах, играя ключевую роль в победе над фашизмом. После войны танки не исчезли, а изменились. В середине 20 века появились такие модели, как американский М-60 и советский Т-72. Эти машины уже имели высокую скорость, мощные орудия и продвинутые системы управления огнем. Например, Т-72 стал известен благодаря своей уникальной системе управления, позволяющей эффективно использовать его даже в сложных условиях боя. С приходом новой эпохи танки получили дополнительное вооружение и защиту. В 90-х годах 20 века на танки начали устанавливать реактивные системы защиты и современные системы наведения. Это позволяло им противостоять даже современным противотанковым ракетам. Абрамс стал символом военной мощи США, а его система активной защиты обеспечивает выдающуюся выживаемость на поле боя. В последние десятилетия танки также начали внедрять технологии, которые раньше казались невозможными. Например, конструкции с использованием композитных материалов и активных защитных систем делают современные машины еще более смертоносными. Вдобавок, новые системы управления и связи позволяют танкам взаимодействовать как никогда раньше. Но, несмотря на все технологии, никто не может точно предсказать, как будут выглядеть танки будущего. Однако одно ясно — они будут продолжать эволюционировать, чтобы оставаться актуальными и эффективными в конфликтах нового поколения. И в этом контексте стоит обратить внимание на воздушные машины, которые также сыграли ключевую роль в изменении войны. Как же бомбардировщики изменили ход событий на поле боя? С появлением бомбардировщиков в начале 20 века воздух стал новым полем боя, а курсы войн начали меняться навсегда. Первые бомбардировщики, такие как Курьера и Блерио, использовались для сбрасывания небольших бомб на противника. Эти ранние модели не имели хорошей маневренности и защиты, но уже тогда закладывали основы для будущих воздушных атак. С увеличением конфликта и развитием технологий бомбардировщики стали настоящими летающими крепостями. Во время Первой мировой войны бомбардировщики начали играть более заметную роль. К примеру, немецкий Германия стал одним из первых тяжелых бомбардировщиков с возможностью сбрасывать большие грузы. Его воздействие на боевые действия стало очевидным, так как он мог эффективно атаковать вражеские позиции. С каждым годом эти машины становились все более мощными и разнообразными, а пилоты усовершенствовали свои тактики, чтобы максимизировать эффективность бомбардировок. Однако именно во Второй мировой войне бомбардировщики стали ключевыми игроками на театре военных действий. Американский Б-17, известный как «Летающая крепость», стал символом этой эпохи. Он мог нести до 20 тысяч фунтов бомб и имел защиту от истребителей благодаря множеству пулеметов, размещенных по всему корпусу. С начала войны атаки Б-17 на промышленные объекты и военные базы противника стали частью стратегии союзников, способствуя разрушению логистических цепочек врага. С другой стороны, стратегические бомбардировщики, такие как Дарная и Моррис, использовались не только для атаки военных объектов, но и для нанесения ударов по гражданским центрам. Самые яркие примеры — это бомбардировки Дрездена и Токио, где бомбардировщики оставили за собой горящие руины и огромное количество жертв. Эти операции также иллюстрировали, как бомбардировщики изменяли подход к ведению войны. После Второй мировой войны бомбардировщики продолжили эволюционировать. Появление реактивных бомбардировщиков, таких как «Вулкан» и «Бомбардир», изменило правила игры. Они могли лететь на больших высотах и достигать значительных скоростей, что делало их менее уязвимыми для противовоздушной обороны. Кроме того, с развитием ядерного оружия бомбардировщики стали носителями новой угрозы. Американский Б-52 стал символом холодной войны, способным нести ядерные боеголовки, что заставляло противника думать дважды, прежде чем вступать в конфликт.
Постепенно стали развиваться технологии для повышения точности ударов. Бомбардировщики с системами наведения и корректировки, такие как стелс, изменили способы ведения войны. Они стали менее заметными для радаров и могли эффективно выполнять задачи, не рискуя жизнью своих экипажей. Современные бомбардировщики, такие как B-2 Spirit, представляют собой невероятные достижения инженерии, сочетающие в себе скорость, маневренность и возможность нести разнообразное вооружение. Эти машины могут выполнять задачи на невиданной ранее высоте и дальности. Бомбардировщики изменили не только военные стратегии, но и само представление о войне. С каждым новым конфликтом их роль продолжает изменяться. Мы заглянули в мир летающих крепостей и увидели, как они определяли ход войн. Но как же на самом деле выглядит развитие подводных машин, которые стали настоящими чудовищами на глубине? С подводными субмаринами война приняла совершенно иной облик. С момента своего первого применения в начале 20 века подводные лодки стали незаменимым элементом военно-морских сил. Первые модели, такие как немцы U-Boat, использовались для нападения на торговые суда, и их дремучая скрытность вскоре изменила правила войны на морях. С момента военных действий в Первой мировой войне стало очевидно, что контроль над морем требует абсолютной мощи подводного флота. С началом Второй мировой войны подводные чудовища достигли новой высоты. Например, немецкие подводные лодки типа Сидни, благодаря своей способности вести скрытные атаки и наносить серьезный ущерб торговым путям противника, стали настоящим кошмаром для союзных сил. Лодки могли оставаться под водой в течение долгого времени, что делало их практически невидимыми для противника. Их атаки привели к гибели тысяч торговых судов и серьезным экономическим потерям для стран-соперников. Однако подводные лодки не ограничивались только атакой на торговые суда. Они стали ключевыми игроками в морских сражениях, таких как сражение за Атлантику. В этой битве немецкие U-Boat пытались уничтожить союзные конвои, которые доставляли необходимые ресурсы в Европу. Тактика волчьих стай, групповые атаки нескольких подводных лодок, показала свою эффективность, нанося непоправимый ущерб. В ответ на это союзники начали разрабатывать новые методы борьбы, такие как использование конвоев с охраной и новые технологии обнаружения подводных лодок. С течением времени подводные лодки стали более мощными и многофункциональными. В послевоенные годы началась эра атомных подводных лодок. Американский Наутилус, первая в мире атомная подводная лодка, вошел в строй в 1954 году. Эта машина могла находиться под водой бесконечно долго, что кардинально изменило баланс сил на морях. Атомные подводные лодки стали основой для стратегического сдерживания в ходе Холодной войны. Например, советская подводная лодка «Дельта», обладая возможностью запускать межконтинентальные баллистические ракеты, стала одним из наиболее опасных противников для НАТО. С развитием технологий подводные лодки стали более скрытными и смертоносными. Системы шумоподавления и новые методы маскировки сделали их сложными для обнаружения. Американские субмарины класса «Лос-Анджелес» обладают возможностью вести скрытные операции и атаковать с дистанции, нанося удары подводными торпедами. С появлением подводных беспилотников, таких как Sea Hunter, мир подводной войны стал еще более сложным. Сегодня подводные лодки продолжают оставаться важной частью военно-морских стратегий. Их возможности постоянно совершенствуются, и новые технологии позволяют им выполнять задачи с еще большей эффективностью. Например, подводные лодки могут теперь собирать разведывательную информацию, проводить операции по спасению и выполнять удары по стратегически важным объектам на суше. Таким образом, подводные чудовища стали настоящими мастерами скрытности и мощи, изменив правила ведения войны на морях. Их история продолжается, и с каждым новым конфликтом их роль становится только более значимой. Но как же на самом деле выглядят ракеты, которые изменили мир в военно-стратегическом плане? Первоначально ракеты были всего лишь экспериментальными устройствами, созданными с целью изучения возможностей полета. Однако с начала 20 века они начали набирать популярность как перспективное оружие. Первые прототипы, такие как немецкие Фау-1 и Фау-2, стали важными шагами на пути к современным ракетным системам. 18 сентября 1944 года немцы запустили Фау-2 по Лондону, и это было первое в мире использование баллистической ракеты для атаки на город. Оружие, которое могло достигать высоты до 130 тысяч футов, дало понять, что ракеты могут стать мощным средством сдерживания и нападения. С окончанием Второй мировой войны ракетные технологии продолжали развиваться. Соединенные Штаты и Советский Союз начали гонку вооружений, стремясь создать более совершенные системы. В 1951 году Советский Союз запустил первую в мире баллистическую ракету, которая могла достигать целей на значительных расстояниях. Эта новость потрясла мир и подтолкнула к созданию новых систем в других странах. В конце 50-х годов ракетные технологии достигли новой ступени благодаря разработке межконтинентальных баллистических ракет, таких как американская Minuteman и советская Тополь. Эти ракеты могли доставлять ядерные боеголовки на расстояние более 5000 миль.
Их возможность моментального запуска из шахт или мобильных платформ сделала их настоящими символами ядерного сдерживания. Система МАД или взаимного гарантированного уничтожения стала основой холодной войны, где каждая сторона понимала, что применение ядерного оружия приведет к катастрофическим последствиям. В начале 70-х годов разработка ракетного оружия продолжила эволюционировать. Появление систем с высокой точностью, таких как Томагавк, позволило наносить удары по критически важным целям с минимальными потерями среди гражданского населения. Эти крылатые ракеты стали основным инструментом для нанесения ударов по противнику в локальных конфликтах, таких как операции в Ираке в 1991 году. С развитием технологий появились новые возможности для ракетных систем. В 21 веке начали активно развиваться системы противоракетной обороны, такие как Терминатор и С-400. Эти системы способны перехватывать и уничтожать ракеты противника на различных стадиях их полета, обеспечивая защиту национальным территориям. Способности к совместным действиям также стали важным аспектом современных ракетных систем. Участие беспилотных летательных аппаратов и спутниковых технологий позволяет более эффективно планировать и осуществлять ракетные удары. Сегодня мир наблюдает за новыми достижениями в области ракетных технологий, такими как гиперзвуковые ракеты, которые могут развивать скорость свыше 3000 миль в час. Эти устройства способны преодолевать любые системы противоракетной обороны, став настоящей угрозой для государств по всему миру. Разработка и внедрение этих технологий меняет правила ведения войны, открывая новые горизонты для государственной безопасности. Таким образом, ракеты прошли путь от первых прототипов до современных систем, играя ключевую роль в военной стратегии стран. Их влияние на ход войн и глобальную безопасность сложно переоценить. Но как же изменилось восприятие оружия массового поражения и какие секреты скрывает ядерная программа? После окончания Второй мировой войны мир вступил в эпоху, когда ядерное оружие стало центральным элементом военной стратегии. Уже в 1945 году Соединенные Штаты совершили 2 ядерных удара по Японии, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эти события положили начало ядерной эры, заставив мировые державы задуматься о силе и разрушительной мощи этого нового типа оружия. Ядерные взрывы не только унесли жизни сотен тысяч людей, но и продемонстрировали, каким образом ядерное оружие может кардинально изменить исход военных конфликтов. С появлением ядерного оружия страны начали активно разрабатывать свои собственные ядерные программы. В 1949 году Советский Союз осуществил успешное испытание своей первой атомной бомбы, названной РДС-1. Это событие покончилось однополярному миру и открыло эру ядерного сдерживания. С этого момента обе сверхдержавы начали гонку вооружений, стремясь создать более мощные и разнообразные ядерные боеголовки. В течение следующих нескольких десятилетий ядерные программы стали предметом интенсивных исследований и разработок. Ядерные державы создали множество типов боеголовок, включая термоядерные бомбы, способные вырабатывать взрывной эффект в множество раз превосходящий эффект атомных бомб. Термоядерная бомба, впервые испытанная в 1952 году, открыла новую главу в истории ядерного оружия, так как ее мощность могла достигать мегатонн. В 60-е годы ядерная гонка достигла своего пика. Создание системы взаимного гарантированного уничтожения определило стратегию отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Эта концепция означала, что любая ядерная атака одной из сторон неизбежно приведет к ответному удару, что делает ядерную войну крайне нежелательной. В этот период были подписаны несколько важных соглашений о контроле над вооружениями, таких как договор о нераспространении ядерного оружия, который вступил в силу в 1970. Не менее важным событием стало появление межконтинентальных баллистических ракет, которые предоставили странам возможность доставлять ядерное оружие на большие расстояния. Эти ракеты стали символом ядерной мощи и угрозой для стран, располагающих ядерными арсеналами. Способы доставки ядерных боеголовок стали разнообразными, от стратегических бомбардировщиков до подводных лодок, способных запускать ракеты из самых глубоких вод океана. К концу 20 века ядерные технологии продолжали развиваться. Новые страны, такие как Индия и Пакистан, также создали свои ядерные программы, что привело к дополнительному напряжению в международных отношениях. Ядерное оружие стало не только элементом сдерживания, но и фактором, определяющим политические стратегии и альянсы на международной арене. В начале 21 века возникли новые вызовы для ядерного сдерживания. Современные технологии, такие как кибернетическая война и новые средства противоракетной обороны, изменили восприятие угрозы ядерного оружия. Ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы, увеличивать мобильность и эффективность своих систем. Таким образом, ядерная программа стала одним из самых секретных и противоречивых аспектов военной технологии.
Она значительно повлияла на международные отношения и стратегическое планирование, став неотъемлемой частью глобальной безопасности. В этом контексте стоит задуматься, как же технологии будущего, такие как дроновые войны и искусственный интеллект, могут изменить лицо современных конфликтов. Секретные разработки военной техники всегда были предметом интереса и интриг, но некоторые из них стали настоящими прорывами, изменившими ход истории. Одним из самых известных примеров является проект «Манхэттен», инициированный в 1942 году. Секретная программа Соединенных Штатов была направлена на разработку атомного оружия в ответ на угрозу со стороны нацистской Германии и Японии. В результате работы над проектом в 1945 году были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасак, продемонстрировав силу ядерного оружия и навсегда изменив ход войн. Однако Манхэттен лишь начал эру секретных военных разработок. В послевоенные годы в контексте Холодной войны другие страны, такие как Советский Союз, начали свои собственные программы. В 1949 году они успешно испытали свою первую атомную бомбу, что ознаменовало начало гонки ядерного вооружения. Секретные лаборатории и исследовательские центры работали круглосуточно, пытаясь создать более мощные и эффективные типы ядерного оружия. В это время в мире начали разрабатываться и термоядерные бомбы, которые могли создавать разрушения в миллионы раз мощнее, чем их предшественницы. В 60-х годах 20 века секретные разработки стали еще более многообразными. Страны начали создавать системы доставки ядерного оружия, такие как межконтинентальные баллистические ракеты. Эти ракеты, такие как американская «Минитмен» и советская «Сатана», способны были поразить цели на расстоянии более 5000 миль. Такой потенциал привел к созданию системы взаимного гарантированного уничтожения, которая определила стратегическую политику обеих сверхдержав. Кроме ядерного оружия, секретные разработки охватывали и другие области. В области разведки и шпионажа активно использовались технологии, такие как спутники и высокоскоростные самолеты. Один из наиболее известных примеров – самолет-разведчик Ю-2, который использовался для сбора информации над территорией противника. Этот самолет, способный летать на высотах, недоступных для большинства истребителей, смог предоставить важные данные о советских ядерных установках. С окончанием Холодной войны секретные разработки не исчезли. Новые угрозы, такие как терроризм и кибератаки, потребовали внедрения современных технологий. Страны начали разрабатывать дронов, которые стали неотъемлемой частью военной стратегии. Беспилотники, такие как Predator и Reaper, использовались для эффективного ведения разведки и точечных атак, минимизируя риск для пилотов. В этом контексте стоит упомянуть и проекты, связанные с искусственным интеллектом. Специалисты работают над созданием автономных боевых систем, которые могут самостоятельно принимать решения на поле боя. Эти разработки могут изменить само понятие о войне и стратегии, позволяя военным получить значительное преимущество. Современные технологии, такие как квантовые вычисления и новые системы противоракетной обороны, также находятся в стадии разработки. Они могут обеспечить защиту от потенциальных угроз, а также повысить эффективность существующих военных систем. Секретные разработки продолжают оставаться в центре внимания, и с каждым новым конфликтом их роль становится все более значимой. В этом взаимосвязанном мире трудно предсказать, как именно технологии будут эволюционировать в будущем и какие секреты они еще могут скрывать. Современная авиатехника переживает грандиозные изменения благодаря внедрению дронов. Беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемой частью военной стратегии, и их влияние на военные действия невозможно переоценить. Первые дроны, разработанные в середине 20 века, использовались в основном для разведки, но с тех пор их способности значительно расширились. В начале 2000-х годов дроны, такие как MQ-1 Predator, начали активно использоваться в реальных боевых действиях, предоставляя военным новые возможности для ведения операций. Одним из самых ярких примеров применения дронов в боевых условиях является операция в Афганистане и Ираке, где они стали основным средством для ведения разведки и точечных атак. Дроны могут выполнять задачи, которые ранее требовали присутствия пилотов в кабине, снижая риск потерь и увеличивая оперативность. Использование дронов сделало возможным наносить удары по целям с высокой степенью точности, что позволяет минимизировать количество жертв среди гражданского населения. Дроны обеспечивают внушительную гибкость на поле боя. Они могут оставаться в воздухе на продолжительное время, собирая данные о перемещениях противника и передавая информацию в режиме реального времени. Это сделало возможным не только своевременное реагирование на угрозы, но и более эффективное планирование операций. Современные дроновые системы, такие как MQ-9 Reaper, способны не только вести разведку, но и нести разнообразное вооружение, включая ракеты Hellfire, что расширяет их боевые возможности. Кроме того, дроновые технологии продолжают развиваться с каждым годом. Научные исследования и разработки приводят к созданию более совершенных управляемых беспилотников, которые могут использоваться в условиях жесткой противодействующей среды. Системы искусственного интеллекта интегрируются в дроновые платформы, что позволяет им автономно принимать решения и выполнять задания без вмешательства оператора.
Это открывает новые горизонты для военных стратегий. Интересно, что дроны не только ведут боевые действия, но и используются для гуманитарных миссий. Например, они могут доставлять медицинские грузы в удаленные районы, оказывая помощь в кризисных ситуациях. Однако, их использование также поднимает ряд этических вопросов. Споры о том, насколько приемлемо использование беспилотников для атак, продолжаются до сих пор. Некоторые эксперты предупреждают о потенциальных последствиях автоматизации войны и о том, как она может изменить представление о военных действиях. Тем не менее, дроновые войны становятся определяющим фактором в современных конфликтах. Они меняют подходы к ведению боевых действий, позволяя странам эффективно использовать свои ресурсы. Возможность быстрого развертывания дронов и их использования в качестве первого удара создают новые тактики, с которыми противнику будет сложно справиться. С каждым новым конфликтом дроновые технологии продолжают эволюционировать, и их влияние на военные стратегии становится все более заметным. Страны, обладающие дроновыми технологиями, могут значительно усилить свою военную мощь. На фоне этого интерес к дроновым системам возрастает, и новые разработки становятся объектом интенсивной конкуренции. С учетом глобальных угроз и сложной геополитической обстановки, дроны будут играть все более важную роль. В конце концов, это только первый шаг к тому, чтобы понять, как искусственный интеллект и новые технологии будут влиять на будущее военных конфликтов. Работы на поле боя. Это уже не фантастика, а реальность, которую мы наблюдаем сегодня. Искусственный интеллект и робототехника стремительно внедряются в военные стратегии, меняя подходы к ведению конфликтов. Первые примеры использования робототехники в армии появились в конце 20 века, когда беспилотные летательные аппараты начали активно использоваться для разведки. 80-е годы отметились созданием первого беспилотника, который мог собирать данные и передавать их в реальном времени, что обеспечивало военным неожиданные тактические преимущества. С начала 2000-х годов дроны, такие как MQ-1 Predator, стали критически важными для проведения операций в Афганистане и Ираке. Эти устройства не только помогали в сборе информации, но и использовались для точечных атак на противника. Важно отметить, что гибкость и мобильность дронов позволили значительно снизить риски для пилотов, что сделало их незаменимыми в боевых действиях. Например, операции, проведенные с использованием MQ-9 Reaper, продемонстрировали возможности ведения боевых действий без непосредственного участия человека на борту. Эти дроны могут оставаться в воздухе в течение многих часов, что позволяет обеспечить непрерывное наблюдение за полем боя. С каждым новым конфликтом количество задействованных дронов только увеличивается. В последние годы многие страны начали разрабатывать свои собственные беспилотные системы. К примеру, Израиль стал пионером в использовании дронов для военных операций. Его разработки, такие как Hermes и Heron, уже зарекомендовали себя в различных конфликтах. Эти устройства способны выполнять множество задач, включая разведку, обстрел и даже доставку грузов. Страны, обладающие современными дроновыми технологиями, получают стратегическое преимущество, что изменяет баланс сил на глобальной арене. Технологии не стоят на месте. Внедрение искусственного интеллекта в дроновые системы стало настоящей революцией. Специалисты активно работают над автономными боевыми машинами, которые могут самостоятельно принимать решения на поле боя. Например, беспилотники нового поколения могут идентифицировать цели и выбирать оптимальный момент для нападения, не полагаясь на команды оператора. Это приводит к значительному увеличению эффективности операций и позволяет военным действовать быстрее и точнее. Тем не менее, с использованием дронов возникают и серьезные этические вопросы. Споры о допустимости применения беспилотных систем для нанесения ударов и последствиях автоматизации войны продолжаются. Некоторые эксперты предупреждают о риске случайных жертв среди гражданского населения. Как бы там ни было, использование дронов в современных конфликтах становится нормой, и традиционные подходы к ведению боевых действий уже не работают. Другим важным аспектом является то, что дроновые технологии открывают новые возможности для гуманитарных операций. Например, дроны могут использоваться для доставки медицинской помощи в удаленные и труднодоступные районы. Однако их применение в мирное время также вызывает дискуссии о безопасности и конфиденциальности. Совершенствование дронов продолжается, и с каждым днем они становятся все более многофункциональными. Ожидается, что в ближайшие годы мы станем свидетелями появления новых типов беспилотников, способных выполнять даже более сложные задачи. Они могут стать основой для создания новых военных тактик и стратегий, что в корне изменит представление о ведении войны. На фоне этих изменений не следует забывать о том, как дроновые войны влияют на глобальную безопасность. Военные конфликты, в которых активно используются беспилотники, становятся более сложными, а их исход непредсказуемым. Успехи в области дронов открывают новые горизонты для военной мощи стран, что только подчеркивает важность их разработки и внедрения. В конечном итоге изменения, происходящие в области робототехники и искусственного интеллекта, будут определять будущее военных операций и стратегий на протяжении многих лет. Бронетехника будущего представляет собой захватывающее направление, которое активно развивается на фоне современных конфликтов и технологических инноваций.
Учитывая изменения на поле боя, эксперты и военные стратеги предсказывают, что будущее бронетехники будет связано с использованием передовых материалов, искусственного интеллекта и новых форм вооружения. Современные исследовательские проекты уже сейчас прокладывают путь к новым бронемашинам, которые смогут адаптироваться к различным условиям войны. Одним из ключевых направлений в разработке бронетехники будущего является использование легких и прочных композитных материалов. Эти материалы обеспечивают защиту при уменьшенном весе, что в свою очередь увеличивает маневренность и скорость движения танков. К примеру, проектирование танков нового поколения, таких как Т-14 «Армата», уже включает в себя композитные элементы, которые обеспечивают защиту от противотанковых ракет и орудий. Такие технологии не только меняют конструкцию танков, но и открывают новые тактические возможности на поле боя. Кроме того, современные технологии позволяют внедрять системы активной защиты, которые способны обнаруживать и нейтрализовать угрозы в реальном времени. Такие системы, как Афганит на танках «Армата», используют лазеры и радары для перехвата incoming threats, минимизируя риск потерь. Это изменение в подходе к защите делает бронетехнику более выносливой и жизнеспособной на современных полях сражений. Другим важным аспектом будущих боевых машин станет интеграция искусственного интеллекта. Ожидается, что новые танки смогут анализировать информацию из различных источников, включая датчики и беспилотные летательные аппараты, для создания общей картины боя. Это позволит экипажам принимать более информированные решения, а также повышать эффективность взаимодействия между различными подразделениями. В будущем даже может возникнуть возможность автономного управления, когда машины смогут действовать без непосредственного контроля человека, что значительно увеличит скорость реакции на угрозы. Не стоит забывать и о возможностях дистанционного управления. В последние годы исследования в области китов и беспилотных платформ открыли новые горизонты. Например, концепции танков, управляемых дистанционно, получают все большее внимание. Такие машины смогут действовать в самых опасных зонах, минимизируя потери среди личного состава. Это значительно изменит подход к ведению боевых действий, позволяя более эффективно использовать ресурсы и снижать риски. Также следует обратить внимание на развитие новых видов вооружения. Будущие танки могут быть оснащены лазерными системами и электромагнитным оружием, способными поражать цели на больших расстояниях. Эти технологии уже сейчас проходят испытания и вскоре могут стать реальностью на полях сражений. Так, например, лазерная система LAW-S, представленная в ВМС США, продемонстрировала способность уничтожать беспилотные летательные аппараты с помощью высокоэнергетического лазера. Это открывает новые возможности для танков, которые смогут эффективно защищать себя и свои подразделения. Развитие технологий также повлияет на главные характеристики бронетехники. Ожидается, что новые танки будут способны развивать скорость до 6 десятков миль в час при сохранении высокой устойчивости и защиты. Системы управления огнем станут более точными и интуитивно понятными, что повысит эффективность стрельбы и уменьшит время реакции. Эти изменения будут актуальны в условиях современного боя, где каждая секунда на счету. Таким образом, бронетехника будущего продолжит эволюционировать, адаптируясь к новым вызовам и угрозам. Инновации в области материалов, систем защиты, искусственного интеллекта и вооружения будут определять ее облик в грядущих конфликтах. На фоне этих изменений важно также учитывать, как новые технологии и явления, такие как дроновые войны, будут влиять на общую картину военных действий. Технологии, разработанные во время военных конфликтов, стали основой для множества изменений в цивилизации после окончания войн. Каждая война приводила к созданию новых технологий, которые затем успешно адаптировались для гражданских нужд. Примером могут служить достижения, связанные с ракетными системами и бомбардировщиками. После Второй мировой войны ракетные технологии начали использоваться в коммерческих целях, что привело к созданию спутников и навигационных систем. Эти технологии изменили нашу жизнь, сделав мир более взаимосвязанным и доступным. Субмарины, изначально разработанные для военных действий, стали также важными для исследования океанов. Они открыли новые горизонты в области морской науки и экологии, а также способствовали развитию новых методов добычи природных ресурсов. Подводные лодки стали символом не только военной мощи, но и океанографических исследований, что изменило наше понимание морских экосистем. Танки и бронетехника, прошедшие через множество изменений во время войн, вдохновили развитие гражданских транспортных средств. Современные автомобили используют принципы, заимствованные из военной техники, такие как улучшенные системы безопасности и прочные материалы. Кроме того, технологии, внедренные в производство бронетехники, позволили создать более эффективные и безопасные транспортные средства для гражданских нужд. Развитие авиации также сыграло огромную роль в послевоенном мире. Летательные аппараты, такие как бомбардировщики и истребители, стали основой для коммерческих авиаперевозок. Стратегии и технологии, разработанные для ведения воздушных боев, позже адаптировали для повышения эффективности гражданской авиации. Это привело к снижению цен на авиаперелеты и расширению доступности путешествий для миллионов людей.
Интернет и коммуникационные технологии, которые развивались параллельно с военными проектами, имеют корни в военных разработках. Военные исследования в области связи и передачи данных принесли плоды в виде современных сетей, позволяющих людям общаться по всему миру. Это значительно изменило способ, которым мы взаимодействуем, работаем и получаем информацию. Социальные медиа, возникшие на основе этих технологий, стали важным инструментом в политике и экономике, формируя общественные движения и изменяя ход истории. Не стоит забывать и о медицинских достижениях, которые возникли благодаря военным усилиям. Новые методы хирургии, системы оказания первой помощи и технологии реабилитации были разработаны для военнослужащих, но вскоре стали доступны и гражданскому населению. Например, системы, использующие искусственные органы и протезы, стали жизненно важными для миллионов людей, улучшая качество их жизни и предоставляя новые возможности. Кибербезопасность, возникшая в контексте современных конфликтов, также изменила мир. Разработка технологий защиты информации и сетей, основанных на военных исследованиях, реализована в гражданском секторе. Все эти изменения значительно увеличили эффективность работы организаций и защиту данных. В итоге наследие войны, основанное на технологических достижениях, продолжает оказывать влияние на наше общество. То, что когда-то было создано для уничтожения, теперь служит для улучшения жизни и развития цивилизации. Эти изменения подчеркивают, как технологии, возникающие в контексте конфликтов, могут быть адаптированы и преобразованы для создания мира, основанного на сотрудничестве, инновациях и прогрессе.